Приветствуем вас на канале «Жизнь рядом». Если вам понравится эта история, не забудьте поделиться ею и нажать лайк, это нам очень поможет. Некоммерческие ассоциации, занимающиеся спасением бездомных животных, они ежедневно получают сообщения о собаках и кошках, попавших в затруднительное положение. Поэтому волонтеры этих организаций привыкли иметь дело с животными в самых разных условиях. Тем не менее, грусть некоторых сцен не может не тронуть их, как будто каждый раз это происходит впервые. Так обстоит дело с членами ассоциации, которые столкнулись с примером очень страдающей собаки. Еще до того, как отправиться в указанное место, волонтеры знали, что условия, где находится собака, не самые лучшие. На самом деле человек, сообщивший о присутствии собаки, уточнил, что животное было найдено неподвижным внутри картонной коробки. Волонтеры понимали, что дорога предстоит дальняя, и они незамедлительно выехали. Спустя 5 часов они прибыли на место, они получили печальное подтверждение своих ожиданий. Собачка, по сути, была неподвижна, словно парализованная, она лежала внутри довольно маленькой картонной коробки. Он был настолько слаб и истощен, что ничего не мог делать, даже голову малыш поднимал с очень большим трудом. Он только лежал и тихонько плакал от боли, было ясно, что жизнь его висит на волоске. Таким образом, немедленно потребовалось вмешательство ветеринара, который после некоторых проверок решил поместить собаку в ветклинику. К большому сожалению, надежды на то, что маленькая собачка вернется к нормальной жизни, были очень малы. Однако ни ветеринары, ни Поча, как они его прозвали, не сдались. Благодаря внутривенному кормлению и приему необходимых лекарств, у бедного животного уже через несколько дней начали проявляться признаки улучшения. На 10-й день он начал самостоятельно питаться, а на 12-й день ветеринары обрадовались, увидев, что собаке больше не нужна помощь в дыхании. И, наконец, лучшая новость: через 17 дней Поча снова начал ходить на собственных ногах. Спустя месяц после того, как волонтерам позвонили и сообщили о бедолаге, маленькая собачка наконец-то может вернуться к полноценной и здоровой жизни. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.